Тонкий халатик — вот и все, что было на Любе. Снег обжег ее холодом. Он был как кокон, который вмиг сковал тело. «Я умираю», — подумала она. Ей очень хотелось спать. Она закрыла глаза и мысленно попрощалась с мамой. Как жаль, что она так далеко. «Мамочка, прости меня и прощай», — думала Люба. Мысли ее путались. Она даже не пыталась встать и побежать прочь отсюда. Прочь, подальше от изверга, который сломал ей руку и обессиленную выкинул в мороз, раздетую и совершенно лишенную сил к сопротивлению. Этим извергом был ее муж Артур. Люба понимала, что это конец, что никто не спасет ее из этого сугроба, потому что сейчас поздний вечер, а их дом стоит на отшибе, и вряд ли кто-то в такой мороз высунет нос на улицу. Она даже мысленно сказала мужу спасибо. Пусть так, пусть она умрет, замерзнет, скорее бы уже конец. Сколько еще ей терпеть побои и унижения? Все началось несколько месяцев назад, когда к ним в гости приехал погостить младший брат мужа Стас. Парень только вернулся из армии и решил пожить какое-то время у старшего брата. Все было хорошо. Но однажды, вернувшись с работы домой и увидев, как Люба и Стас весело общаются, сидя на кухне, неожиданно рассвирепел. «Иди в комнату», буквально вытолкнул жену из кухни, хотя она еще не закончила готовить ужин. С братом говорил на повышенных тонах, после чего тот собрался и уехал. Стас обиделся на брата, перестал с ним общаться. С Артуром с того дня стало твориться что-то неладное. Он придирался к каждой мелочи, упрекал жену в том, что она улыбается посторонним мужчинам. Обвинил в попытке соблазнить мастера, который налаживал холодильник. Хорошо, что он вовремя домой приехал. Успел, дескать. Под подозрение стали попадать все соседи-мужчины. То, что Артур говорил Любе, было настолько ужасным и неправдоподобным, что ее по первости просто оторопь брала от нереальности того, что происходит. Дальше стало только хуже. Артур начал бить Любу. Она было пожаловалась участковому, даже заявление написала. Но, во-первых, бил он так профессионально, что синяков не оставлял. А во-вторых, во время беседы с участковым Артур был само обаяние. Улыбался, говорил вежливо и даже вкратчиво. Тот даже подумал, что у Любы с головой не все хорошо, раз она на такого порядочного и заботливого мужа наговаривает. Она пыталась сбежать. Делала несколько попыток. Но Артур каждый раз ее находил, перехватывал у самого поезда или автобуса. Возвращал домой, где наказывал жестоко и долго. Сегодня он пришел домой пьяным, что было большой редкостью. Спиртное муж не любил, считал себя спортсменом. Но, вероятно, произошло что-то такое, что вывело его из равновесия. Что-то из ряда вон выходящее. Сначала он грубо скрутил Любу и потащил в спальню. А потом, спустя время, залил в себя одним махом еще полбутылки водки и стал ее избивать. Таким жестоким и безжалостным он не был никогда. Подсознательно Люба поняла, сегодня ей придет конец. Артур ее просто убьет. И сейчас, медленно засыпая в сугробе, она мысленно сказала ему спасибо. За то, что смерть будет не такой больной. И за то, что больше не придется страдать. Савелий Алексеевич ехал на своей лошадке за село, где стояли колхозные стога сена и соломы. «Вот ведь Ксения упертая баба, ну ты скажи», — разговаривал он сам с собой. «Говорю ей, утром привезу, утром. Ничего твоим свиньям не будет. И на старой соломе поспят. Нет, езжай да езжай». Всю плешь проела, как будто лето на дворе. Савелий погонял лошадку, полозья сани весело пели на морозе, пес Атос сбежал рядом. Вдруг он метнулся к сугробу, что находился недалеко от дороги. Залаял, позвал хозяина. «Ну что там? Кошка опять. Идем? Хватит лаять», — позвал хозяин собаку, но животное не унималось. Атос залаял еще громче. Он очень волновался и всем видом звал хозяина к себе. «Эва, вот так находка», — Савелий Алексеевич растерялся. «Кто ж тебя так? Домой тебе надо, милая. Окоченела ты вся. Нельзя мне домой, дядечка,
только и произнесла Люба. «Ах ты! Понял, понял. Сейчас, милая». Он стащил с себя тулуп, завернул в него умирающую женщину и погнал домой. Старуха, беда. Савелий занес в дом завернутую в тулуп Любу. Вот, нашел, в сугробе лежала. Ну ты подумай, что же это делается-то? Давай ее разотри чем-нибудь, а я быстро баню затоплю. Парить будем, отогревать. А то беда, заболеет и конец. Когда спустя несколько дней в больницу к Любе пришел участковый, чтобы опросить ее по поводу происшествия, то никак не мог поверить в то, что это сделал Артур. Надо же, а такой порядочный с виду. Артура осудили, он получил срок. Люба теперь жила в доме одна. Но она понимала, что когда-то Артур вернется и все может повториться. А она этого больше не переживет. Нужно уезжать отсюда, искать другое место для жизни. Помог случай. На побывку с севера в отпуск приехала односельчанка Вера. Она рассказала Любе, что там очень нужны рабочие руки. Любая профессия в почете. А не хочешь по своей профессии, работай поваром. В общем, уговорила. И Люба поехала вместе с Верой. На севере ей очень понравилось. Правда, холодно, но жить можно. Даже интересно. А через какое-то время познакомилась Люба с Иваном. Тот уже несколько лет там жил и работал, даже квартирка у него своя была. Создали они семью и стали жить дружно и весело. Не так, как Люба с первым мужем жила. Да и можно ли это было назвать жизнью? Вот уж и дочь родилась у Любы с Иваном. Идут они как-то, гуляют с коляской по парку. А навстречу им, как призрак из прошлого, Артур. Освободился из тюрьмы и Любу приехал искать. Ну все, как и раньше. По тому же сценарию найти и вернуть. Думал, отыщет ее и продолжит издеваться, как раньше. А она уже замужем. И ребенок есть. Артур стоит злой, только желваки на скулах ходят. Иван хотел ему что-то сказать, чтоб, дескать, убирался по добру, по здорову, а то полиция-то недалеко. Но Люба его опередила. Ты зря приехал, здесь тебя никто не ждал. И никто тебя больше не боится. Я-то уж точно. Знаю теперь, что управа на тебя найдется, если что. И еще спасибо тебе, что выкинул меня тогда в сугроб, а не прибил в доме. Теперь я живу настоящей жизнью. И я знаю, что такое настоящая любовь. Надеюсь, больше никогда не увидимся. И, взяв под руку Ивана, гордо ушла от него в другую жизнь. Навсегда.